Добрый день. Сегодня мы поговорим о выборе. О том, как люди принимают решения, почему они думают, что выбирают рационально, и почему это почти всегда не так. Начну с эксперимента, который можно провести прямо сейчас. Представьте, вам предлагают сыграть в игру. Монетка подбрасывается один раз. Орел, вы получаете 1000 рублей, решка, вы теряете 1000 рублей. Будете играть? Большинство людей отказываются. Хотя математически игра абсолютно честная, ожидаемый выигрыш равен 0. Теперь другой вариант. Орел, вы получаете 2000, решка, теряете 1000. Ожидаемый выигрыш сильно больше 0. Выгодная игра. Будете играть? Большинство людей все еще отказываются, потому что возможная потеря 1000 рублей пугает сильнее, чем радует возможный выигрыш 2000. Это не рациональное поведение, это человеческое поведение. И сегодня мы разберем, почему наш мозг работает именно так, и как это знание применять в дизайне. За последние 50 лет произошла революция в понимании того, как люди принимают решения. Ее совершили два человека – израильские психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски. За эту работу Канеман получил Нобелевскую премию по экономике в 2002 году. Их главное открытие – теория перспектив, опубликованная в 1979 году в журнале «Эконометрика». Статья стала одной из самых цитируемых в истории экономики. Ключевые положения теории. Люди оценивают не абсолютные результаты, а изменения относительно некой референтной точки. Потери воспринимаются примерно в 2-2,5 раза болезненнее, чем радуют эквивалентные выигрыши. И люди склонны к риску, когда речь о потерях, но избегают риска, когда речь о выигрышах. Для вас, как для дизайнеров, это критически важное знание. Вы проектируете системы, в которых люди делают выбор. Если вы не понимаете, как люди на самом деле выбирают, вы проектируете для воображаемых рациональных агентов, которых не существует. Начнем с базовой модели, которую Канеман написал в книге «Думай медленно, решай быстро». Он предложил думать о мышлении как о двух системах. Система первая – быстрая, автоматическая, интуитивная. Она работает без усилий, без сознательного контроля. Когда вы видите лицо и мгновенно понимаете, что человек злится, это система номер 1. Когда вы читаете слово и понимаете его значение без усилий, это система номер 1. Когда вы ведете машину по знакомой дороге, думая о чем-то другом, это все еще система номер 1. Система вторая – медленная, аналитическая, требующая усилий. Когда вы умножаете 17 на 24 в уме, это система номер 2. Когда вы сравниваете два сложных контракта, это система номер 2. Когда вы пытаетесь найти человека в толпе по описанию, это система номер 2. Эта модель пересекается с концепцией Джонатана Эванса о двойных процессах мышления и с работами Кита Становича о рациональности. Нейробиологические исследования подтверждают, разные типы решений активируют разные участки мозга. Префронтальная кора для аналитических задач, миндалина и островок для быстрых эмоциональных оценок. Ключевая особенность. Система номер 1 работает всегда. Она не выключается. Она постоянно генерирует впечатления, интуиции, намерения. Система номер 2 подключается только тогда, когда нужно, потому что она требует ресурсов, утомляет, и ее мощность ограничена. Рой Баумайстер и его коллеги показали в серии экспериментов, что сила воли и аналитическое мышление используют общий ресурс. Они назвали его «эго деплишн». После сложного умственного усилия люди хуже справляются с задачами самоконтроля и наоборот. В педагогике это объясняет, почему сложный материал лучше давать в начале урока, а не в конце. В менеджменте – почему важные решения не стоит принимать в конце длинного рабочего дня. Для дизайнера это означает, вы работаете в основном с системой номер 1. Игрок не анализирует каждое решение, он реагирует интуитивно, и его интуиция имеет известные уязвимости, которые можно изучить и учитывать. Давайте разберем конкретные искажения. Начнем с одного из самых мощных и универсальных
эффекта якорения. Классический эксперимент Канемана и Тверски. Участников просили крутить колесо рулетки, которое останавливалось на числе от 0 до 100. Колесо было подстроено, оно всегда останавливалось либо на 10, либо на 65. После этого участников спрашивали, какой процент африканских стран входит в ООН. Те, у кого выпало 10, в среднем давали оценку 25%. Те, у кого выпало 65, давали оценку в 45%. Случайное число якорило их оценки. Позже Томас Мусвейлер и Фриц Штрак показали в исследовании 1999 года, что якорение работает даже когда якорь очевидно нерелевантен. Они спрашивали участников о возрасте Махатмы Ганди после якоря 9 лет или 140 лет, и оценки все равно смещались к якорю. Механизм связан с тем, как работает поиск в памяти. Мы начинаем от якоря и корректируем, но корректировка почти всегда недостаточна. Как якорение работает в прикладных контекстах? В переговорах, это хорошо изучено в бизнес-психологии, первое предложение становится якорем для всей дискуссии. Исследования Галински и Мусвейлера показали, тот, кто делает первый ход, обычно получает результат ближе к своей начальной позиции. В ритейле первая цена на ценнике задает восприятие скидки. Было 5000, стало 2, воспринимается как отличная сделка, даже если товар никогда реально не продавался за 5000. В образовании якорение влияет на оценку работ учеников. Эксперименты показали, если преподаватель видит первую работу высокого качества, последующие кажутся слабее, и наоборот. Это одна из причин, почему анонимное оценивание дает более объективные результаты. В играх первая цена, которую видит игрок, становится якорем для оценки всех последующих цен. Если первый предмет в магазине стоит 1000 золота, то предмет за 500 покажется дешевым. Это используется в монетизации. Премиальный пакет за 5000 рублей делает пакет за 500 психологически приемлемым. Следующее искажение – это эффект фрейминга или эффект формулировки. Суть – то, как информация подана, влияет на решение не меньше, чем сама информация. Знаменитый эксперимент «Азиатская болезнь». Участникам говорили, ожидается вспышка болезни, которая убьет 600 человек. Есть 2 программы борьбы, выберите одну. Первой группе предлагали выбор так. Программа А – 200 человек будут спасены. Программа Б – с вероятностью 1 к 3 будут спасены все 600. С вероятностью 2 к 3 не будет спасен никто. Большинство выбирало А. Гарантированное спасение 200 лучше, чем рискованная лотерея. Второй группе давали тот же выбор, но в другой формулировке. Программа А – 400 человек умрут. Программа Б – с вероятностью 1 к 3 никто не умрет. С вероятностью 2 к 3 умрут все 600. Теперь большинство выбирали вариант Б. Гарантированная смерть 400 неприемлема, лучше рискнуть. Выбор идентичен. 200 спасенных – это те же 400 умерших. Но формулировка изменила предпочтение радикально. Фрейминг работает везде, где есть коммуникация. В медицине исследование Макнейла и коллег показало, что пациенты чаще соглашаются на операцию, когда им говорят о 90% выживаемости, чем когда им говорят о 10% смертности. Это одно и то же, но воспринимается по-разному. В менеджменте формулировка KPI влияет на поведение сотрудников. Бонус за достижение цели и штраф за недостижение цели создают разную мотивацию. Исследования Тверски и Канемана предсказывают, и практика это подтверждает, что штрафной фрейм создает больше стресса и нездоровых шорткатов. В образовании, как сформулирована обратная связь, критически важна. Ты сделал 5 ошибок против «ты правильно решил 15 из 20» меняет отношение ученика к предмету. В геймдизайне фрейминг – это мощнейший инструмент. Одну и ту же механику можно подать как награду или как избегание наказания. Выполни дейлики – получи бонус, против не выполнишь дейлики – потеряешь стрик. Объективно одно и то же.
Субъективно – совершенно разный эмоциональный отклик и долгосрочное влияние на мотивацию. Теперь перейдем к феномену, который особенно важен для игр – иллюзии контроля. Термин ввела психолог Эллен Лангер в 1975 году в статье «The Illusion of Control», опубликованной в журнале Personality and Social Psychology. Иллюзия контроля – это склонность верить, что мы влияем на исход событий, на которые на самом деле не влияем, или переоценивать степень своего влияния. Лангер провела серию элегантных экспериментов. В одном участникам продавали лотерейные билеты. Половина могла выбрать билет сама, половине билет выдавали случайно. Потом предлагали обменять билет на другой с большим шансом выигрыша. Те, кто выбирал сам, отказывались от обмена в среднем в 4 раза чаще. В другом эксперименте люди играли в угадывание подбрасывания монеты против соперника. Если соперник выглядел неуклюжим и неуверенным, участники ставили больше денег, как будто их собственные способности влияли на случайный результат. Позже эти результаты были воспроизведены многократно. Мета-анализ Стефана и коллег 2017 года подтвердил устойчивость эффекта с размером 0,44. Иллюзия контроля проявляется в самых разных контекстах. В бизнесе исследования показывают, что руководители часто переоценивают свой вклад в успех компании и недооценивают роль рыночных факторов. Это одна из причин, почему успешные предприниматели нередко терпят неудачу со следующим проектом. Они атрибутируют успех мастерству, а не удаче. В образовании преподаватели могут переоценивать эффект конкретных методик, не учитывая другие переменные. Это основа для так называемой педагогической фольклористики, методов, которые работают, но только в восприятии того, кто их применяет. В играх иллюзия контроля и подарок, и ответственность. Игроку не нужен реальный контроль, чтобы чувствовать вовлеченность. Достаточно иллюзии контроля. Это позволяет создать захватывающий опыт даже там, где реальный выбор минимален. Бросок кубика можно было бы заменить на автоматический расчет. Результат идентичен, но игрок хочет бросать сам. Физическое действие создает ощущение влияния. Исследования показывают, некоторые игроки действительно верят в счастливые кубики или особые техники броска. Это задокументированное проявление иллюзии контроля. Здесь важно различие. Иллюзия контроля работает для мелких взаимодействий и процедурной вовлеченности, для значимых выборов совсем наоборот. Психолог Мартин Селигман ввел понятие выученной беспомощности. Когда организм понимает, что его действия не влияют на результат, он перестает пытаться. Это было показано на животных и людях и имеет прямые следствия для депрессии. Обратная сторона, когда люди обнаруживают, что их значимый выбор был иллюзией. Это вызывает сильную негативную реакцию. Исследования пользовательского опыта показывают, игроки относительно терпимы к иллюзиям в геймплее, но не терпят иллюзий в нарративе. Я нажал кнопку, и герой круто уклонился, нормально, даже если система помогла. Я выбрал спасти персонажа, а он все равно умер от другой причины, воспринимается как предательство. В настольных ролевых играх это критически важно. Если мастер заранее знает, чем кончится сцена, и выборы игроков не могут этого изменить, это рельса. Опытные игроки чувствуют это и теряют вовлеченность. Теория самодетерминации Деси и Райана объясняет, автономия – одна из базовых психологических потребностей. Следующий феномен противоречит бытовой интуиции. Кажется очевидным, чем больше выбор, тем лучше, больше опций, больше шансов найти то, что подходит именно вам. Но психолог Барри Шварц в книге «Парадокс выбора» и исследователи Шина Айенгар и Марк Леппер показали обратную сторону. Знаменитый эксперимент с джемом, опубликованный в 2000 году в Journal of Personality and Social Psychology. В супермаркете поставили стенд с образцами джема. В один день предлагали 6 видов, в другой – 24 вида. Стенд с 24 видами привлекал больше внимания. 60% прохожих останавливались против 40% у другого варианта, но покупали заметно реже. 3% против 30% у стенда с 6 видами. Это согласуется с законом Хика Хаймана.
Из когнитивной психологии время принятия решения увеличивается логарифмически с количеством опций. Слишком много опций, и система перегружается. Избыток выбора парализует. Когда опций слишком много, мы не можем их эффективно сравнить, боимся сделать неоптимальный выбор, откладываем решение или не принимаем его вообще. Шварц выделяет два типа людей – максимизаторов, которые хотят найти лучший вариант, и удовлетворителей, тех, кто ищет достаточно хороший вариант. Понятие «satisfying» ввел нобелевский лауреат Герберт Саймон еще в 1956 году. Максимизаторы особенно страдают от избытка выбора. Они не могут остановиться, пока не проверят все. Исследования Шварца показали, максимизаторы чаще испытывают сожаление, депрессию и меньше удовлетворены жизнью. В педагогике это объясняет, почему структурированное обучение часто эффективнее полностью свободного. Исследования Киршнера и коллег о минимальном руководстве показали, слишком много свободы при обучении снижает результат. В играх дерево навыков с сотней узлов выглядит впечатляюще на скриншоте, но новый игрок, глядя на него, чувствует не возбуждение, а тревогу. Система крафта с 1000 рецептов вызывает ту же проблему. Как с этим работать? Ограничивать видимый выбор. Не количество контента, а количество одновременно видимых опций. Джордж Миллер в 1956 году опубликовал знаменитую статью «Магическое число 7 плюс-минус 2». Это примерное количество объектов, которые человек может удерживать в рабочей памяти одновременно. Более поздние исследования Коуна уточнили – скорее 4. Практические решения: вместо 100 навыков сразу 3 стартовых архетипа, которые открывают разные ветки постепенно. Игрок делает серию маленьких выборов вместо одного огромного. Это называется чанкинг – разбиение информации на управляемые куски. В UX-дизайне это прогрессивное раскрытие – показывать сначала простое, сложное по мере освоения. В педагогике – скаффолдинг – временная поддержка, которая убирается по мере роста компетенции ученика. В настольных ролевых играх хороший мастер делает то же самое интуитивно, не предлагает игрокам бесконечные опции, а структурирует выбор. Вы можете пойти к барону, к контрабандистам или разведать руины. 3 ясных направления, а не «ну и что вы будете делать дальше?». Теперь феномен, который работает в пользу дизайнера. IKEA-эффект, названный в честь шведского мебельного гиганта. Исследователи Майкл Нортон, Дэниел Мочен и Дэн Ариэли опубликовали работу в Journal of Consumer Psychology в 2012 году. Они обнаружили, люди оценивают вещи, которые сделали сами, значительно выше, чем идентичные вещи, сделанные другими. В эксперименте участники собирали мебель IKEA, складывали оригами или строили из лего, потом их спрашивали, сколько они готовы заплатить за свою поделку. И они называли цену, сопоставимую с ценой за профессионально сделанный аналог, иногда на 63% выше. Важное условие: эффект работает только если задача завершена. Если человек не смог собрать мебель или его поделку разобрали, эффект исчезает. Также эффект сильнее, когда требуются усилия, но задача все же выполнима. Механизм связан с самооценкой. Признать, что твоя поделка не стоит ничего, значит признать, что твои усилия были бессмысленны. Это когнитивный диссонанс, который мозг разрешает повышением воспринимаемой ценности результата. IKEA-эффект работает в самых разных контекстах. В маркетинге компания Бетти Крокер в 1950-х годах. Когда смесь для торта требовала только добавить воду, продажи были низкими. Когда изменили рецепт так, что нужно было добавить яйцо, продажи выросли. Хозяйки чувствовали, что это их торт. В образовании это связано с концепцией продуктивной борьбы в педагогике. Исследования показывают, что материал, требующий усилий для освоения, запоминается лучше. Это называется desirable difficulty. Роберт Бьорк много писал об этом. В менеджменте участие сотрудников в разработке процессов повышает их приверженность этим самым процессам. Это одна из основ партисипативного менеджмента. Люди следуют правилам, которые сами же помогали создавать.
В играх персонаж, которого вы создали в редакторе персонажей, вам дороже, чем готовый персонаж с теми же самыми характеристиками. База, которую вы построили, колода, которую вы собрали, билд, который вы придумали. Все это обретает субъективную ценность благодаря вложенным усилиям. Связанный феномен – пост-хок-рационализация или обоснование после факта. Когда мы сделали выбор, мозг начинает искать аргументы в его пользу, не до выбора, после. Мы сначала решаем, а потом объясняем себе, почему это решение было правильным. Классический эксперимент Петра Йоханссона «Слепота к выбору». Участникам показывали фотографии двух лиц и просили выбрать более привлекательное. Потом незаметно подменяли фото и просили объяснить выбор. Около 70% не замечали подмены и уверенно объясняли, почему выбрали лицо, которое на самом деле отвергли. Леон Фестингер еще в 1957 году описал когнитивный диссонанс – неприятное состояние, когда наши действия противоречат нашим убеждениям. Пост-хок-рационализация – один из способов разрешить диссонанс. Мы меняем убеждения, чтобы они соответствовали действиям. Для дизайна это значит, выбор, который уже сделан, будет казаться игроку правильным. Дайте ему время присвоить решение. Сделайте так, чтобы последствия выбора выглядели интересными, и игрок сам убедит себя, что хотел именно этого. Переходим к инструменту, который кажется незначительным, но обладает огромной силой. Это дефолты, варианты по умолчанию. Исследования Эрика Джонсона и Дэниела Голдстейна показали, люди непропорционально часто выбирают то, что предложено по умолчанию. Даже когда изменить выбор очень легко. Классический пример донорства органов. В Австрии, где по умолчанию все граждане доноры, но можно отказаться, уровень согласия 99%. В Германии, где нужно активно записаться, 12%. Культуры похожие, страны соседние, разница в дефолте. Это называется инерция статуса кво, описанная Самуэльсоном и Зекхаузером в 1988 году. Изменения требуют усилия, принятия решения, ответственности. Оставить как есть не требует ничего. Ричард Таллер и Касс Санстейн в книге «Надж» назвали это либертарианским патернализмом. Вы не отнимаете у людей свободу выбора, вы просто устанавливаете умолчание так, чтобы бездействие приводило к желаемому результату. Дефолты работают на каждом шагу в каждой системе, где есть выбор. В пенсионных накоплениях исследования показали, что автоматическое зачисление в пенсионную программу, из которого можно выйти, увеличивает участие с 40 до 90%. Сейчас именно это является стандартом во многих странах. В образовании, какие курсы обязательные, а какие элективные – это тоже архитектура выбора. Исследования показывают, что даже порядок в расписании влияет на посещаемость. В дизайне интерфейсов настройки по умолчанию определяют, как большинство пользователей будут использовать продукт. Якоб Нильсон, основатель юзабилити-исследований, много писал об этом. В играх, если нормальная сложность стоит первой, ее выберет большинство. Начальное снаряжение персонажа, стартовая раскладка управления, дефолтные опции в диалогах. Все это формирует опыт молчаливого большинства, которое ничего не меняет. Практически это означает, что игру нужно тестировать в дефолтном состоянии, не так, как играете вы сами, а так, как ее увидит новый игрок, который просто нажимает на кнопку «Далее». Это и есть ваша игра для большинства. Давайте соберем все, что мы обсудили, в практическую рамку. Теория перспектив Канемана и Тверски дает нам понимание того, что люди оценивают изменения, а не абсолюты. Потери весят больше выигрышей. Двойные процессы мышления объясняют. Большинство решений принимается быстрой интуитивной системой номер 1. Якорение означает первое число, первая цена, первое впечатление задают планку для всего последующего. Это подтверждено в сотнях исследований и работает в переговорах, ритейле, образовании и играх. В
Фрейминг означает, одна и та же информация воспринимается по-разному в зависимости от формулировки. Это основа для работы с мотивацией в менеджменте, педагогике, нарративном дизайне. Иллюзия контроля означает, людям важно чувство влияния, даже когда реального влияния нет. Но для значимых выборов иллюзия недопустима, там нужен реальный контроль. Парадокс выбора означает, больше опций не значит лучше. Закон Хика, теория рабочей памяти, исследование Айенгара – все указывает на ограничение видимого выбора. Теперь конкретные инструменты для применения. При проектировании экономики используйте якорение сознательно. Первые цены, которые видит игрок, должны задавать правильный контекст для понимания ценности. В настольных ролевых играх первые награды задают ожидания. При формулировке выбора тестируйте разные фреймы, пробуйте подать одну и ту же опцию как приобретение и как избегание потери. Посмотрите, как меняется восприятие и поведение на плейтестах. При работе с вовлеченностью разделяйте процедурную вовлеченность, где иллюзия контроля уместна, и значимые выборы, где она разрушительна. Физические действия типа броска кубиков – отличный источник процедурной вовлеченности. При создании систем прогрессии помните о парадоксе выбора. Структурируйте опции, используйте прогрессивное раскрытие и чанкинг. 3-4 ясных варианта лучше 20 неразличимых. При разработке кастомизации активируйте IKEA-эффект. Даже небольшой элемент творчества создает привязанность. Но задача должна быть завершима. Незавершенные проекты такого эффекта не оказывают. Отдельно о настольных ролевых играх, поскольку там эти принципы работают особенно наглядно. Якорение – первая сцена задает тон всей кампании. Первый НПЦ формирует ожидания от мира. Первый бой показывает уровень летальности. Опытные мастера знают, начало критически важно. Фрейминг. Как мастер описывает ситуацию, определяет, какие решения игрокам придут в голову. Орки атакуют деревню против «вы видите орков, пробирающихся к деревне», которые несут что-то в мешках. Это разные выборы, которые вы предлагаете. Контроль. Правило «да» и из импровизации – это принятие агентности игрока. Но полезно иметь процедурные элементы, броски, тактические решения, где игрок чувствует влияние на результат через непосредственно действие. Парадокс выбора, что вы делаете, плохой вопрос. Вы можете пойти в таверну, к магистрату или на рынок, что выберете – хороший. Структурируйте выбор, не убивая свободу. IKEA-эффект. Персонажи, которых игроки создают сами со своими предысториями, это их творение. Они привязаны к ним. Поддерживайте эту привязанность, включая элементы предыстории, в сюжет. И последнее. Ресурсы для тех, кто хочет познакомиться с вопросом глубже. Базовые работы. Thinking Fast and Slow Канемана – это основа основ. Predictably Irrational Дэна Ариэля – отличное введение. Nudge Таллера и Санстейна про архитектуру выбора, The Paradox of Choice Шварца про перегрузку выбором. Для применения в дизайне Hooked Нира Эяля, Actionable Gamification Ю Кай Чоу и The Art of Game Design Джесси Шелла. Все они опираются на поведенческую психологию. Для настольных ролевых игр может быть интересно почитать блог Джастина Александера The Alexandrian и Robin's Laws of a Good Game Mastering. Академические источники — это два журнала Journal of Behavioral Decision Making и Judgment and Decision Making, для тех, кто хочет познакомиться с материалом совсем основательно. И в завершение. Вы проектируете не для идеальных рациональных агентов, вы проектируете для людей. Понимание того, как эти люди будут на самом деле принимать решения, не баг, а профессиональный навык, который было бы полезно использовать.